Общепризнано, что тигры потрясающие. Это одно из самых красивых и могущественных творений природы. Если вы очарованы тиграми, то, должно быть, вам не терпится узнать много интересного об этих представителях из мира кошачьих. Еще в каменном веке люди поклонялись тиграм и создавали наскальные рисунки с их изображением. Само слово «тигр» происходит от древнегреческого «тигрис», что означает «стрела». Возможно, это отсылка к внезапным скачкам скорости тигра во время охоты. Первые тигры появились больше 2 миллионов лет назад и имели пятнистый окрас. В ходе эволюции они увеличивались в размерах, чтобы охотиться на более крупную добычу, а пятна видоизменились в черные полосы. Кстати, саблезубые тигры предками тигров не являются вовсе. Они принадлежат к отдельному подсемейству кошачьих – саблезубые кошки. Тигры – крупнейшие представители кошачьих в мире. Их длина достигает 3 метров, а вес 300 килограммов. Глаза тигров желтые и с круглым зрачком, в отличие от домашних кошек. Они отлично видят как днем, так и ночью. Тигры имеют 30 зубов. Клыки, особенно верхние, просто огромны. Такими клыками они легко перегрызают кости и сухожилия. У всех кошек шершавый язык. Неудивительно, что у такой большой кошки, как тигр, язык особенно шершавый. Таким языком легче сдирать с добычи шкуру и отделять мясо от костей. А их слюна воздействует на раны как антисептик, что способствует быстрому заживлению и восстановлению. На задней стороне ушей есть белые пятна. Это так называемые фальшивые глаза, чтобы хищники не нападали на тигров сзади. Лапы мускулистые и очень сильные. Удар передней лапой тигра настолько силен, что может легко разбить череп или переломить позвоночник жертвы. Тигры могут даже стоять на лапах после смерти несколько секунд. Мягкие подушечки позволяют им ходить тихо и подкрадываться к добыче незамеченными. А когти – самые длинные среди кошачьих. Благодаря особым связкам когти могут втягиваться. Тигр способен издавать очень мощные звуки. Его рык может быть слышен на расстоянии до 3 километров. А все из-за того, что у тигров квадратные голосовые связки, а не треугольные, как у людей. Это позволяет им рычать громче, используя меньшее давление в легких. Тигры легко узнаваемы из-за своего яркого окраса. Более того, для людей оранжевый – это цвет, используемый для предметов, которые должны быть ультравидимыми. Но это так, потому что у нас есть так называемое трехцветное зрение. Но основная добыча тигров, оленей и косули, обладают двухцветным зрением. Они совсем не различают оттенки красного и видят тигра не оранжевым, а зеленым. Это значительно затрудняет обнаружение хищника в зарослях. Однако не все тигры рыжие. Иногда в природе встречаются белые с черными полосами, белые вообще без полос, золотые и черные. Такой оригинальный окрас тигров не отдельный вид, а результат генетических отклонений. Как и отпечатки пальцев человека, полосы тигра совершенно уникальны. Нет двух одинаковых. А еще у них полосы не только на шерсти, но и на коже, поэтому даже побритый тигр будет полосатым. В мире насчитывается 9 подвидов тигров. Из них 3 уже уничтожены человеком. Остальные 6 классифицируются как исчезающие виды. Известны гибриды между львом и тигром. Помесь льва и тигрицы называется лигр, а помесь тигра и львицы – тигролев. Но такое возможно только в зоопарках, потому что в естественных условиях тигры и львы живут на разных территориях, а значит, никогда не встречаются. Тигры сильные и ловкие. Помимо быстрого бега, они отлично приспособлены к прыжкам. В отличие от большинства кошачьих, эти хищники любят воду и прекрасно плавают. У тигров бывает от 2 до 4 детенышей. Они рождаются слепыми и находят тело своей матери по теплу ее тела. Малыши открывают глаза только через неделю после рождения и все еще очень плохо видят. Им потребуется еще 1 неделя, чтобы их зрение пришло в порядок. Однако детенышам трудно выжить в дикой природе. Около половины тигрят не доживают и до 2-летнего возраста.
Средняя продолжительность жизни в естественных условиях 15 лет, в неволе до 20. Излишне говорить, что тигры – отъявленные хищники. Главный источник их пищи составляют копытные и крупные травоядные животные. За один раз они могут съесть около 30 килограммов мяса. В норме человек не является объектом охоты для тигров, но иногда встречаются и людоеды. В основном пристраститься к людоедству их вынуждает отсутствие пищи. Тигры-людоеды прячутся за густыми зарослями и нападают на людей сзади. Из-за этого жители часто носят на затылке маски со вторым лицом, чтобы предотвратить внезапное нападение. Так как тигр находится буквально на вершине пищевой цепочки, в природных условиях у него нет врагов. В том числе другие хищники боятся тигров и предпочитают обходить их стороной. Главным врагом тигра стал человек. За последние 100 лет их численность сократилась в 25 раз, а ареал обитания снизился до 7% от прежнего размера. Если люди не будут заботиться о сохранении этих величественных животных, то в скором будущем напоминать нам о них будут лишь картины и записи в книгах.